Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня у нас юбилейный выпуск. Ровно год назад на нашем канале вышло первое видео. Так может быть и обстановку сделаем более праздничной? А давай! Ну и какой же день рождения без праздничного торта? Вот он какой красавец! Это любимый торт моего детства. Бабушка его готовила на все праздники. Но уж на мой день рождения в обязательном порядке. И именно этот торт по рецепту бабушки Виталия мы будем готовить. Орехово-шоколадный торт «Мишка». И вам покажем, как мы это сделали. Поехали! Для приготовления теста нам понадобится 300 грамм муки, 3 яичных желтка, 100 грамм сахарного песка, 100 грамм сливочного масла, 1,5 столовые ложки сметаны, пол чайной ложки соды, столовая ложка уксуса и щепотка соли. В емкость, в которой мы будем готовить тесто, выливаем желтки, добавляем к ним сахарный песок и растираем его желтками до однородности. Теперь к ним добавляем сметану, щепотку соли и соду, предварительно погасив ее уксусом. Все как следует перемешаем. В ту же емкость просеем муку и еще раз перемешаем. На терке протираем сливочное масло. Масло должно быть очень холодным, тогда оно не прилипает к терке. Начинаем месить тесто. Когда тесто соберется в комок и перестанет липнуть к рукам, переложим его на стол и раскатаем в небольшую колбаску. Разделим тесто на 3 равные части и скатаем из них шарики. Переложим их на тарелку, накроем пищевой пленкой и уберем в холодильник. А пока займемся меренгой. Нам понадобится белок от 3 яиц, щепотка соли, 100 грамм сахарного песка и 150 грамм грецких орехов. Переливаем белки в емкость для взбивания. Добавляем щепотку соли и взбиваем белки до образования пышной пенки. Теперь по частям, добавляя сахар, продолжаем взбивать до образования устойчивых пиков. Осталось добавить орехи. Мы их не будем пробивать в блендере, чтобы не превратить в пыль, а сделаем это вручную, чтобы кусочки орехов чувствовались в меренге. Высыпаем орехи в меренгу и аккуратно перемешиваем лопаткой, пока смесь не станет однородной. Меренга готова, и можно приступить к сборке нашего торта. Достаем тесто из холодильника и начинаем по одному раскатывать шарики, предварительно присыпав поверхность мукой. Раскатываем примерно по диаметру формы. Укладываем на дно формы. Убираем лишнее тесто и накалываем вилкой, чтобы не образовались пузыри. Теперь собираем форму и выкладываем бортик полосками, предварительно промасленной бумагой для выпечки. И еще раз пройдемся растительным маслом по бумаге. Затем кладем половину нашей меренги и распределяем равномерно по коржу.
Точно так же раскатываем и укладываем второй корж. Накалываем корж вилочкой и выкладываем оставшуюся часть меренги. И, наконец, третий корж. Раскатываем. Укладываем поверх второго слоя меренги. Разравниваем. Накалываем вилкой. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Румяная корочка показывает, что торт готов. Можно проверить еще и зубочисткой. Зубочистка сухая, значит торт полностью пропекся. Вытаскиваем торт из формы. И переворачиваем его на решетку. Пока торт остывает, приготовим шоколадную глазурь. Для этого возьмем 50 грамм молока, 80 грамм сахарного песка, 40 грамм какао и 50 грамм сливочного масла. В ковшик с толстым дном высыпаем сахар, добавляем молоко и просеем какао-порошок. Размешаем, чтобы сахарный песок и какао полностью растворились. И поставим ковш на небольшой огонь. Постоянно и интенсивно помешивая, доводим смесь до кипения. В конце добавляем масло и продолжаем мешать, пока масло полностью не растопится. Все, глазурь тоже готова. Дадим ей немного остыть и начнем заливать наш торт. Украсим его половинками орехов, как делала это бабушка. И, конечно же, не забудем поставить свечку. У нас же годовщина. Традиционно на дни рождения торты украшают свечками и поджигают их. А потом их задувают и загадывают желание, что мы сейчас и сделаем. Прошу. Зажигаем. Загадываем желание и даже скажем какое, чтобы вас, дорогие подписчики, на нашем канале было гораздо больше. Загадали. Задуваем! Получилось! Получилось! Ура! Ну что, теперь надо отрезать кусочек. И попробовать. Посмотрите, какой он красивый и аппетитный. Выложим его на тарелку и будем пробовать. Ну что, пробуем? Пробушки, самый главный момент. Ощущение детства. Ну как? Вкуснота. Как в детстве. Бабушка бы оценила. Да. По этому случаю мы даже достали праздничный сервиз, чтобы отметить такой день. С днем рождения! С днем рождения! Ах. Огромное спасибо всем тем, кто был с нами этот год, кто оставлял свои комментарии, ставил лайки. Отдельная благодарность всем, кто готовил по нашим рецептам, присылал фотографии, свои рекомендации, свои рецепты. Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. До новых встреч! Пока!